Всем привет! С вами Оля, и в этом видео я расскажу о том, как улучшить подъем стопы, разработать ее и подготовить ваши ноги для занятий балетом. Желаю вам успехов, терпения и главное это регулярность. Если вы будете делать хотя бы несколько раз в неделю, вы точно получите результат. Итак, для начала нам нужно распарить ноги. Вы можете добавить в воду морскую соль. У меня здесь отвар какой-то травы с дачи. Это полезно для кожи, особенно если вы проводите много времени в пуантах. Вода остывает, поэтому подливаем кипяток. Вода должна быть очень горячей. Пробуем, чтобы не обжечься. Сидим мы в воде около 20 минут, поэтому подливать приходится несколько раз. Итак, предварительно приготовьте гетры или носки, то, что вы оденете сразу после ванночки, иначе все наши труды пропадут даром. Одеваем что-то теплое, укутываем голеностоп, чтобы сохранить мягкие ноги. И теперь нам нужна скалка. Кладем ее на пол и начинаем катать. Очень плотно проминаем внутреннюю часть стопы, потому что, как правило, мы растягиваем наружную часть, да, мы тянем подъем, но нам нужно также растянуть и внутреннюю часть, для того, чтобы мы могли сгибать подъем. Плотно делаем. И теперь самое интересное. Вот такое чудо-устройство, которое поможет нам сделать себе подъем. Я подкладываю какие-то древние книги, потому что они удобно подходят мне по размеру под стеллаж. Вставляем дощечку, найдите у себя какое-то место, куда ее можно подсунуть. Подкладываем под пятку что-то мягкое, вставляем ногу и начинаем вытягивать. Если вы не можете сразу вытянуть колено, потихонечку его опускаете, не торопитесь. Вот таким образом растягивается стопа. Вуаля. Точно так же тянем другую ногу. В среднем, по 5 минут на ногу нам нужно. Если нам легко, подкладываем запас под пятку. У меня это грузики, они дают нужную высоту и они мягкие. Далее нужно закачать стопы. Я использую вот такую резинку, она продается в любом спортивном магазине, стоит недорого. Важно, чтобы было именно сопротивление для мышц, чтобы мы их укрепляли. Вот наше приспособление. Зашкуренная, покрашенная дощечка. 15 на 25 сантиметров она у меня. Я прибивала вот такие железные пластинки для того, чтобы увеличить площадь крепления, потому что такое давление на ткань, что она очень быстро рвется. И рвутся кожаные ремни, все рвется. Ищите очень плотную ткань. У меня это ручки от хозяйственной сумки. Я не знаю, с чего это сделано, похоже на какую-то синтетику. Я ее делала в 3 слоя. В общем, ищите очень крепкий материал, иначе вам придется переделывать. Чтобы померить стопу, прикладываем ногу, отмеряем так, чтобы стопа свободно помещалась. Теперь о пуантах пару слов. Я использую силиконовые вкладыши. Они удобные, их легко мыть, гибкие и главное, что они дают ту мягкость, которая нам нужна. Далее пятачки обшиваю обычной хлопковой ниткой. Если вы занимаетесь на дереве, то это особенно актуально, так как атлас рвется буквально в один момент. Можно еще приклеить пятачки, но они имеют свойство отклеиваться в самый неподходящий момент. Ленточки. Ленточки я пришиваю с отступом 1,5 сантиметра от резинки на пятке.
и 1,5 см от шва. Также резиночка на пятке тоже отступаем, ну, где-то по 2 сантиметра от шва в обе стороны. Вот таким образом. Разогрели ноги, одеваем пуанты. Не передавливайте ленточками себе ногу, иначе вы будете, во-первых, выглядеть как колбаса в сеточке, во-вторых, просто передавите себе кровоток. Аккуратно заправляем. Заранее заклеивайте ноги пластырем, потому что это гораздо лучше, чем на целую неделю выпасть из тренировочного процесса. Хочу сказать, что разработать можно любой самый деревянный подъем. Главное — это регулярность. И сразу скажу, не ждите быстрых результатов. Подъем — это не быстро. Тут нужно терпение, и если вы начнете делать хотя бы 3 раза в неделю, вы точно почувствуете улучшение. Во-первых, у вас ноги станут более гибкими, вам станет удобнее, и вы почувствуете силу в стопах. Что касается пуантов, встаем на весь пятачок. Это важно. Берите себе такие пальцы, если вы еще не занимались, которые имеют слабую жесткость, чтобы вы могли вскакивать на весь пятачок. Также важно следить за ровным голеностопом. Обязательно, когда вытягиваете ногу, когда вскакиваете, следите, чтобы вы не валились на мизинец, не валились на большой палец. Встаем ровно на весь пятачок. То есть скок идет ровный. Иначе вы можете просто повредить себе голеностоп. Вес обязательно на второй палец. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и задавайте вопросы в комментарии. Я постараюсь ответить и, возможно, чем-то помогу вам. Всего хорошего и успехов!